Всем доброго дня. Я знаю, что я обещала видео по теме болезни, да, и программинга болезни. Но тут я посмотрела, что мне уже неоднократно, то есть меня закидывают вопросами по теме: мы все умрем, значит, у нас отключат электричество, мы будем голодать, будет там что-то такое, что там какие-то массовые катастрофы, какая-то вот такая вот вещь. И все такие: что нам делать? Нам надо бежать в тайгу, Надежда, бегом. И вчера я в очередной раз столкнулась с массой подобных сообщений и решила записать на эту тему ролик. Во-первых, хочу сказать, что ничего подобного, никаких там отключений массовых электричества, никакого там голода, что вы там умираете с голоду, чего-то вот такого там я не видела. Единственное, я видела небольшие сбои в цепочках поставок, но это просто, они небольшие, локальные какие-то, да, сбои, связанные с тем, что система немного будет ломаться, Но это не из разряда, знаете, мы все умрем. Нет, ничего подобного. То есть это локальные какие-то небольшие сбои, но в принципе они сейчас иногда есть, да, что было, допустим, там в Америке, по-моему, когда там сбой поставки бензина был, все, ничего, все выжили, правда, никто не умер. Поэтому такие локальные сбои, они как были, так и есть, да, и вот такие будут. Но, мы все умрем, таких не будет. Я не видела массовое какое-то отключение интернета, какой-то постапокалипсис или что-то подобное. Какой событийный ряд идет мне, я скажу в конце этого видео. Но вот этот момент, он очень показательный. Я имею в виду тот момент, что вам это рассказывают, да. Тот момент, что вам говорят, значит, будет голод, будет там то-то, будет это, и вы такие в панике бежите, скупаете спичку, гречку, сидите там, грызете ногти. И вот давайте вот этот момент вот сейчас вот просто мы разберем по костям, для того, чтобы всех было понимание того, для чего, почему и кто это говорит. Смотрите. Во-первых, я с подобной информацией, я не смотрю никакие ролики, я не смотрю никаких блогеров, да, в большинстве своем, я не отслеживаю вот это вот все, мне вот накидывают, пишут, я вот только с ваших общений, с ваших вопросов и в курсе того, что там такие вещи говорят. И то, что мне знакомые еще тоже бывает, что-то подобное там скидывают, да, что кто-то там говорит, все, капец, апокалипсис завтра будет. Так вот, чтобы мне не повторяться, смотрите, я это не смотрю, но я примерно подозреваю, как это все преподносится, что вам говорят, что светлые силы сказали, значит, что они сейчас будут делать, да, будет происходить трансформация, будет происходить все, и светлые силы пришли сюда, значит, на землю, и они будут проводить переход там, или что они там будут делать, да, и значит, они начнут действовать, и они заставят вас, да, значит, что они будут делать? Они будут голод, значит, нашлют на вас, нашлют тектонические плиты, что все умрут, значит, это светлые силы, да, в кавычках светлые силы. Они начнут, значит, что еще там делать? Получается, отключать электроэнергию, да, разрушать все, валить, чтобы вы там все умирали, мучились, там, что вы еще там делали. Понимаете? Вот это светлые силы, чтобы вы бежали в тайгу, сидели там на кедровых орехах, выживали там, набор этого зомби-апокалипсиса там у себя готовили. Вот это сами подумайте, что это, что преподносят вам.
что придут светлые силы, да, светлые, хорошие силы. Придут, заставят вас голодать, всех будут убивать, значит, вызовут катастрофы массовые, которые всех убьют, значит, будут заставлять вас гречку там, да, собирать, как та бабушка по сусекам мести и прочее, заставят вас голодать, значит, чтобы вы свою трансформацию, ну это же светлые силы, правильно же, да, мы думаем, значит, что ваша трансформация будет проходить, да, здесь, что к светлому будущему вы будете идти через максимальные страдания прямо, да, и вот эти светлые силы, значит, они вам вот это все, ну, светлые, опять же, в кавычках, да, они вам все это вещают и говорят, значит, что вот, значит, впадайте в страх, впадайте в панику, люди смотрят от этих светлых сил подобные видео, начинают впадать в страх, в панику, у них начинается паническая атака, они реально начинают там бегать, искать спички, да, вот, думать, как же мне построить дом в тайге и прочее. Ну вот сами вот сейчас вот подумайте, я вам все это сказала, вот сами подумайте, что за светлые силы вам это вещают. Теперь давайте все это раскрутим дальше. Помните, в одном из видео я говорила, что все перевернуто, то есть для темных мы плохие, для нас они плохие. Они для себя хорошие, они не считают себя плохими. Они себя считают светлыми, понимаете? Они не считают себя темными, плохими и нехорошими. Они думают, что светлые, плохие и нехорошие. Это они плохие и нехорошие. А темные себя считают замечательными, светлыми и прекрасными. Поэтому, когда они вам говорят, что мы якобы светлые силы, которые тут будут приходить вас морить голодом, убивать, отключать вам электроэнергию и все прочее, но они ни разу не кривят душой, они-то себя искренне такими считают. Понимаете? И говорят, это вам все во благо мы будем делать тут. Ну, в принципе, они тоже это так думают, они реально думают, что они делают вам благо. Ну, вот такие они. Такой вот у них способ. А вы думаете, они тут что-то вот подобное? Нет, они считают, что, в принципе, другого исхода там для овец и нету, да, это для них наивысшее благо. И далее давайте смотреть, да. Это первое. Второе. Значит, что еще им нужно? Второй очень важный момент. Для чего вам это говорят? И почему? Во-первых, помните, мы уже неоднократно из одного видео в другое. Вот схема там, вот я сейчас объясню. Схема вот здесь вот 100% отработанная, уже вот просто вот, я не знаю, затертая до дыр схема, их схема, которую можно вот просто вот я не знаю, вот как по кальке, вот по одному какому-то шаблону делается. Во-первых, хорошие светлые силы, которые убивают, там, значит, отключают электроэнергию, максимум страданий, максимум вам всего, ребята, там под плетью, да будет вам, как говорится, да, и чем больше ты будешь страдать, тем лучше у тебя все будет трансформация происходить. Чем больше у тебя будет болеть все тело, голова, там все, это хорошо, это значит, что-то хорошее с тобой происходит. Говорят тебе на той стороне. Ай. Хотя все с точностью, да, наоборот. Так вот, это первое. Второе. Синдром маленького человечка. Вот это программа такая у них. Вот везде заложена вот программа маленького человечка. Сейчас объясню. Вот первое – это светлые силы, вот то, что вам закладывают в ваше сознание и понимание всего. Первый программинг. Светлые силы, они убивают,
Они заставляют голодать, они любят ваши страдания, они заставляют вас опускаться на низкие вибрации, опять в страх и в панику. То есть кому нужны ваши страх и паника? Понятно, да? Но вот это закладывается в вас. Все через страх, панику и страдания. Это первое. Значит, это хорошо, это светлые, замечательные силы. Это первый программент, который в вас вкладывается. Второй программент – синдром маленького человечка. Когда вам говорят, что вы должны бежать в тайгу. Чтобы выжить, вы должны бежать. Понимаете? Не сопротивляться, не пытаться что-то там противостоять этой системе, не пытаться как-то что-то отстаивать, свои личные игры. Бежать! Бежать! Потому что это все вас сожрет. Оно сильнее вас. Вы маленький человечек. Вот что вам вы должны бежать в тайгу. Помните, о чем мы с вами вот из видео в видео постоянно говорим, что вы хозяин своей реальности. Вы в своей реальности царь, бог и пуп земли. Вокруг вас все крутится в вашей реальности. И в вашей реальности вся система, все люди, с которыми вы так или иначе сталкиваетесь, все эти сущности, все эти эгрегоры, вся вот эта вот система гребаная, она должна под вас прогибаться. Потому что все в вашей реальности только по воле вашей. Никто не имеет права и не может с вами ничего сделать без вашего на то согласия, без вашей на то воли. Ничего в вашей реальности не может пойти по какому-то левому сценарию, потому что только так, как вы хотите, какова ваша воля будет. И система под вас прогибается в вашей реальности, должна прогибаться. А вам говорят, нет, это вы должны прогнуться под систему, это вы должны бежать из города, а не она должна уйти из города. Эта система должна взять и свалить с того места, где вы живете. Понимаете? А вам говорят, нет, это ты должен свалить из системы, потому что у тебя должен быть синдром маленького человечка. Потому что есть какая-то сущность, там где-то там рептильная, которая сильнее тебя, и она тебя сожрет. И вот так вот тебе говорят, вот так вот каждому говорят. И они втирают это, они это втирают с пеленок втирают каждому. И продолжают это втирать вот такими вот светлыми а-ля посланиями. Ты маленький человечек, ты ничего не можешь, вали в тайгу. Это единственный выход. Серьезно? Далее. Вы, еще раз, хозяин своей реальности. Без вашего на то согласия тут ничего не может вообще произойти. И для чего вам вот это вещают? Для чего вам вот это говорят? Эти сценарии прописывают с паническими атаками. Для чего? Согласись, пожалуйста, согласись. Распишись в том, что вот это может произойти в твоей реальности. Согласись на это, для того, чтобы мы вот это могли сделать. Давай, распишись в этом. Вот тебе контракт. Скажи, да, в моей реальности я буду голодать, буду сидеть там по гречке побираться и грецкие орехи в тайге собирать. Давай, жирный шрифт, ручка, вперед. И вы, поддаваясь на это, расписываетесь, говорите, да, пожалуйста, я разрешаю вам сделать это. О чем мы с вами разговариваем? Из ролика в ролик, постоянно. Все настолько на поверхности, насколько оно вообще может быть на поверхности, ребята. От вас ничего не скрывают. Просто надо немного начинать уже мыслить не так, как вы привыкли мыслить. А надо уже включать другой способ мышления, видеть вот эти вот стереотипные их вот эти кальки, которые везде просто, везде. Они особо не напрягаются, шаблон у них один. Поэтому смотрите и
И когда люди смотрят вот подобное вот, они начинают подвергаться панике. Паника, истерика, страх, мы все умрем, апокалипсис сегодня, значит, все сразу фильмы про зомби-апокалипсисы, где все там с этими сумками, да, там, что они вот это вот продвигают постоянные, там, набор, да, как себя вести при зомби-апокалипсисе, там, купи себе набор юного, там, против зомби и все прочее. Вам это все вот насколько втирают? Это все в планах. Это все в планах. Если мы с этим разобрались, я думаю, тут понятно стало, да? Вот, про светло-темные силы. То, что видела я на тонком плане. Так вот, я на тонком плане ничего подобного не видела в событийном ряду. Но я видела вот эту всю хрень, и создание искусственного голода, и создание вот это отключение там электроэнергии, какое-то на фоне типа якобы борьбы с климатом устройство там какого-то супер там климатической катастрофы, где вот действительно все приведет к какому-то вот такому вот массовому все. Я это видела со стороны темных. Вот серьезно, вот с их стороны я видела вот это в планах. Причем это не то, что это какой-то событийный ряд, который будет. Нет, это то, что они себе... Пункт 1. Разрушить человечество. Пункт 2. Пункт 3. Понимаете, это просто их, то, что они хотят здесь сделать. Это их влажные мечты. Вот что это. И вот ваша задача, моя задача, да, задача других людей, не дать им это сделать. И сказать, нет, в моей реальности всей этой херни не будет. Учитесь вычислять это уже все. Учитесь. Вот у них в планах это четко все прописано. Они эти планы там все наперед уже составили там на сотни лет. Сейчас они очень сильно торопятся все это осуществить. Уже все в кучу и в кашу начинают проговаривать. Лишь бы вы согласились на это все. Лишь бы вы вот на все это подписались. Плацдарм, почву для этого они готовили очень давно. Просто вот надо немного вот раскрыть глаза и начать думать. Эту всю информацию, смотреть на нее другими глазами. Анализировать ее. Это все не скрывается. И опять же вот это вот якобы светлые силы будут здесь электричество отключать, голодом морить. И тут же вон, Клаус Шваб тогда работает на светлые силы у нас, оказывается. Он вообще ярый прям вот поклонник светлых сил, видимо. Ай. Так что, ребята, давайте уже начинать выходить из этого анабиоза и смотреть, кто, зачем и почему. Вот это вот все уже начинать как-то анализировать. Потому что надо отличать, то есть уже учиться фильтровать информацию, уже учиться вот не поддаваться на старые вот эти вот, это все старые уловки. Они все, уже десятилетиями здесь это все. Десятилетиями просто одно и то же. Насчет того, что я сказала, что я видела на тонком плане, да, событийный ряд какой. Вот. Во-первых, еще раз повторюсь, ничего подобного я не видела. Только вот то, что касается их планов, да, там это есть. Но именно в событийном ряду этого нет. Потому что планы – это то, что мы планируем. Но это не значит, что оно будет. А для того, чтобы оно было, вам надо на это согласиться, во-первых, да, вам всем, осознанным людям. Вот. Чтобы вы подписались, что в вашей реальности можно это все провернуть. Это первое. Во-вторых, это надо, опять же, помимо того, что это надо еще провернуть, это еще надо создать такую временную линию, где это все сработает. А у них уже ресурсы для этого, немного истощены. Мягко скажем, истощены. Так вот, если только на физике,
я опять же говорю, планы, которым суждено остаться планами. Тем более, если их никто не поддержит, да. И вот смотрите, получается, что ничего подобного не было. Зато я видела, что в октябре начинает заворачиваться вот это все уже основное, да, какие-то Помните, я говорила, что костяшка домино, которая одна падает, все повалилось. То есть в октябре это будет какие-то события на физике проявляться начинать. То есть очень-очень много событий каких-то будет всплывать, все всплывать. И вот, знаете, шла такая ассоциация, вот как поплавки, вот из пенопласта, знаете, которые невозможно потопить. Вот они всплывают на поверхность, и все, их уже невозможно обратно в воду запихать, как-то утопить. И вот эта правда будет всплывать просто, как вот эти поплавки, ее невозможно будет запихать обратно уже. И то есть оно будет всплывать, этих поплавков будет все больше, больше, больше. Они просто будут выныривать, их не будут успевать туда запихивать. То есть это все начнет вылазить. Вылазить очень некрасиво, очень вот массово, и уже это когда вот просто уже будет через край это все литься, и уже невозможно будет никак вот это вот все скрыть, как-то там отлить и еще что-то. То есть не смогут уже это все сдерживать. Вот, все это польется через край. Это будут какие-то физические вот такие вот проявления уже, но это не будет там какой-то голод, еще что-то, паника. Паника, она будет скорее в головах людей, да, которые будут все это начинать видеть уже и хвататься за голову и как-то что-то вот. Но это опять же будут в большинстве своем спящие люди, которые начнут наконец-то что-то, кого-то там видеть, и то пока что не все. Вот. Это первое. Вот октябрь, он вот такой вот будет, когда события начнут вот закручиваться уже не в пользу темных, да, вот очень-очень как-то вот быстро. Потом ноябрь, он какой-то вот выпадающий у меня. То есть там по событиям я не вижу ничего такого яркого. Это вот как будто вот, такой какой-то никакой месяц по событиям. Либо я еще не вижу до конца, то есть что там будет, да. Вот. Но октябрь идет яркий на события. И декабрь. Декабрь это пик. Это какой-то вот пик, это прям вот что-то такое очень яркий, очень тяжелый месяц в плане вот, восприятия, да, многих людей, которые здесь будут, потому что для многих декабрь, вот как мне идет, опять же говорю, это будет как озарение, это будет как что-то такое, что как они просто, у них в голове это не будет помещаться, что как это вообще могло произойти, как это вообще у меня в голове не укладывается вот такое, да. Вот, для многих это будет шок, для многих это будет что-то вот такое вот, но опять же для спящих. В большинстве своем, то есть, но события начнут закручиваться и уже не в пользу темных. В декабре это все достигнет пика. То есть там декабрь, январь, я уже говорила, да, январь 22-го. Вот, это вот эти полгода, это как кульминация будет всего этого, будет уже развязка всей этой эпопеи, вот, которые они тут затеяли. Поэтому как-то так. Уже ничего не смогут скрыть, уже ничего не смогут. Это все начнет выплескиваться, это все начнет. И на тонком плане, то есть я видела конкретно, что светлые силы, то есть если до этого, я, по-моему, говорила уже в том ролике, если до этого они им давали как бы собрать урожай какой-то, да, что-то вот еще вот в таком виде, то сейчас уже все жестко. Уже никаких там подготовок, еще чего-то, все, то есть начинаются жесткие проверки, начинают жестко обрубать, это все начинает прям жестко действовать, то есть тут уже без вот этих вот каких-то моментов. Насчет, что еще вам такого рассказать, вот помните, было тут падение социальных сетей, да, определенных, очень интересное. Я почувствовала, по крайней мере, что было. Это была как операция, не операция, да, вот. Но это все-таки не со стороны темных было сделано. И что-то, какие-то данные, то есть их обвалили,
и какие-то то ли сообщения, то ли данные, то ли вот какая-то вот такая штука, их разбирали, то есть собрали там или что-то вот такое, которые касаются именно каких-то нелегальных сделок, какого-то нелегального, вот, короче, какое-то вот подполье, которое там, знаете, теневой интернет, вот идет как Darknet, да, теневой интернет, где вот эта торговля, может быть, проходила, да, всем диким и ужасным, вот, все вот эти теневые операции, все, что проходило через вот эти сети, все, что вот это, вот какую-то вот эту информацию собрали, или вот что-то вот такое вот, чтобы они не смогли, не успели как-то вот это все сделать, и вот это как-то бах, вот взяли у них, собрали эту информацию, как бы, как я понимаю, на вот это шла основная атака для того, чтобы вот этот сегмент именно как-то задеть, что-то с ними сделать. И как я ощущаю, что прошло это успешно, да. Вот, естественно, они там будут отнекиваться, говорить, до этого у нас там плановые работы пошли не по плану, да, еще что-то, но тем не менее, мне идет как-то так. Вот. Еще очень интересный момент, но уже личного характера, да, мои новости по соцсетям, значит, тут до меня начала доходить информация, что я тоже попала в такой теневой бан, или как там это называется, да, вот, я как бы слышала от других блогеров, что это есть, но то, что это как-то там меня, ну, что у меня и подписчиков-то, ну, не сильно много, да, как-то и это, но оказывается, что я это тоже попала под эту раздачу, мне, не знаю, как насчет там скручивают, не скручивают просмотры, но то, что мне поступают такие сообщения о том, что от меня там по 2-3 раза отписывают, да, ну, то есть человек подписался на канал, его отписали, он опять подписался, его опять отписали, то есть вот в таком виде. Ну ладно, они мне монетизацию вообще с самого начала там просто на корню обрубили, но это хрен с ним, но вот это просто уже какой-то, я не знаю, это просто вынос мозга для меня. Просто это реально, это очень смешно, ну вот реально очень смешно, я уже не знаю. Потом, что колокольчик не срабатывает, что стоит колокольчик, да, что новое видео вышло, колокольчик не срабатывает тоже. Ну, это просто волшебство какое-то происходит, и я на самом деле, мне просто это все забавно наблюдать, и также сейчас Инстаграм у меня балуется, вот, я не знаю, что он там делает, но тоже он, короче, прям сотнями отваливает от меня, я на это смотрю, у меня просто, я немного в шоке, такая думаю, ну ничего себе, сами соцсети там обратили на меня внимание, да, с другой стороны, как бы уж Инстаграм, где я вообще практически ничего не пощу, кстати, тоже новость небольшая, нашелся у меня человечек, который вроде как взялся вести мой Инстаграм, поэтому, может, в ближайшее время, если все пойдет по плану, то как-то в Инстаграме уже будет более как-то весело, да, начнет появляться какой-то контент, поэтому можете начать отслеживать. Кстати, насчет того, что колокольчик на Ютубе не срабатывает. Смотрите, если у вас он тоже не срабатывает, да, по такой же причине, смешной на самом деле, вот, такая маленькая пакость, мелкопакостная, вообще просто не могу. И подписывайтесь на Телеграм, тогда я обычно всегда дублирую посты, то есть, ну, бывает, что я ставлю на закачку, да, допустим, видео на YouTube, ложусь спать, вот, но на утро я всегда дублирую, когда уже после того, как закачалось видео, да, я всегда дублирую в Телеграм еще плюсом, поэтому там видео тоже появляются, можно поставить, там я, в принципе, не так уж и часто чего-то там пощу, да, что оно вам не будет заваливать спамом, вот, можно включить уведомления, у вас будут всплывающие сообщения, также, что что-то там вышло, да, у меня на Телеграм-канале, либо это новое видео, либо я очень-очень редко чем-то там делюсь, да, вот, какими-то новостями, ссылками с других ресурсов, которые считаю важными и полезными, вот.
Но опять же, я говорю, я редко что-то там пощу. Поэтому спамом оно вас заваливать не будет. Вот такие вот мини-новости вот о моих социальных сетях. Надеюсь, сегодня еще, не буду обещать, конечно, запишу второе видео касательно именно программ болезни и прочего. Вот, программинга. Там, наверное, я даже не знаю, сколько по времени это выйдет, потому что я думаю, что мне придется достаточно большое количество личного времени уделить этому видео для того, чтобы было понятно, да, для всех. Поэтому даже не знаю пока что, смогу его сегодня, либо завтра уже буду делать. В общем, давайте, я надеюсь, на вот этот вопрос касательно «мы все умрем от голода в тайге», мы этот вопрос закроем и уже более будем с пониманием относиться, да, к подобным высказываниям про тайгу и то, что вам придется грызть орехи, вот, вечно зеленых деревьев, да, кедров, там, сосен и прочих, вместе с зайцами, там, кору от березы, да, вот. Поэтому давайте уже начинаем думать, начинаем фильтровать, начинаем все это видеть и выцеплять. Ну, а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч, до новых видео, ребята. Давайте, всем пока.